Задолго до появления в нашей жизни «Дьявол носит Прада» уже появился фильм, рассказывающий секреты работы в журнале мод. Это фильм «Забавная мордашка», и вышел он в 1957 году. Большинство из нас знают о нем благодаря главной роли Одри Хепберн в этом фильме. Ну, максимум еще, что некоторые костюмы для этого фильма для нее разрабатывал Юбер де Живанши. Но на самом деле история там гораздо интереснее и гораздо глубже. Несмотря на то, что фильм на самом деле провалился в прокате. Сегодня поговорим о нем более детально. А меня зовут Гонза Елена, и я рассказываю о кино и костюмах кино. И да, говоря об одном из самых гламурных фильмов в истории, я не нашла ничего лучше, кроме как одеть фестивальную футболку. Я бы назвала фильм «Забавная мордашка», мягко говоря, переломным. О нем мало кто говорил, мало какой-то информации в виде интервью, разборов или статей, но тем не менее, если мы посмотрим исторический контекст, мы увидим, насколько этот фильм повлиял не только на кинематограф, но и моду в кино. Смотрите, во-первых, Стэнли Донан, режиссер этого фильма. Но он уже до съемок «Забавной мордашки» был известен благодаря как минимум двум своим мюзиклам, а это «Увольнение в город» 1949 года, и в этом фильме, помимо других актеров, играет Фрэнк Синатра. Второй его фильм – это «Поющие под дождем», который вышел в 1952 году, ну и не мне вам рассказывать про его популярность. Но именно в «Забавной мордашке» мода врывается в фильмы Стэнли Донана. Здесь есть коллаборация Одри Хепберн с Живанши, о ней мы поговорим немножко позже, но дальше, через несколько лет, он снимает фильм «Трава зеленее» с Деброй Керр и Керри Грантом, и одну из главных актрис, Джин Симмонс, для этого фильма одевает компания Dior. Несколько лет спустя, в 1963-м, режиссер снимает фильм «Шарада», где Одри Хепберн опять-таки играет главную роль, и ее одевает снова Юбер де Живанши. Через несколько лет, в 1966 году, выходит его фильм «Арабеска», где главную роль играет София Лорен, и появляется она в нарядах от Дома Диор. А через год, в 1967-м, выходит фильм «Двое на дороге», где Одри Хепберн показывает просто безумное количество нарядов, среди которых одно из самых известных платьев от Пако Раббана. К началу съемок «Забавной мордашки» Одри Хепберн уже была довольно известна и пользовалась этим. А она начала свою кинокарьеру с эпизодических ролей, но ее заметил мир в фильме «Римские каникулы», который был снят в 1953 году. Там она играет принцессу, которая каким-то образом умудряется быть незамеченной в Риме, да еще и прожить целый день в этом прекрасном городе на, кажется, 20 лир, при этом приобретая обувь и делая модную прическу. Тогда ее одевала Эдит Хед, довольно известный художник по костюмам, которая, в принципе, очень хорошо справилась со своей ролью. Но когда настало время съемок следующего фильма, а именно фильма «Сабрина», я о нем рассказываю более детально по ссылочке, Одри Хепберн по странному стечению обстоятельств поехала в Париж, где познакомилась с Юбером де Живанши. И из Парижа Одри тогда привезла несколько платьев, которые одобрил режиссер, и Хепберн появилась на большом экране в нарядах от Живанши. Сказать, что это, мягко говоря, не понравилось Эдит Хед, которая должна была ее одевать для этого фильма, не сказать ничего. Но женская месть – вещь страшная, поэтому, когда Эдит Хед пошла получать статуэтку «Оскар» за лучшие костюмы для фильма «Сабрина», она даже забыла упомянуть о существовании Юбера де Живанши и его причастности к нарядам Одри. Но Одри Хепберн тоже не промах, и она это запомнила. Поэтому в следующем фильме, а именно в «Забавной мордашке», в титрах появилось имя Юбера де Живанши как дизайнера, который разрабатывал для нее одежду.
А титрами, кстати, занимался Ричард Аведон, известный фэшн-фотограф, который здесь был частично консультантом, частично фотографом. Именно он делает вот те стоп-кадры равно фотографии Одри Хепберн, а еще он был главным референсом в создании персонажа, которого играет Фред Астер. Кстати, когда начала подготовку к этому выпуску, заказала я, наконец, книгу, которую очень хотела, реклама Аведона, которая у нас вышла, наконец-то, в нашем украинском издании. И очень я ее рекомендую. Это не реклама, просто классная книга за доступные деньги по сравнению с другими книгами Аведона. Так вот, здесь очень много фотографий, которые на самом деле являются референсом как к современным каким-то работам, так и к кадрам, которые мы видим в этом фильме. Буквально его реклама Cartier, но это же фотография Одри Хепберн, одного из самых узнаваемых стоп-кадров этого фильма. Я на протяжении эпизода и дальше вам покажу другие фотографии, референсы Аведона на самого Аведона, но должна сказать, что это как раз тот самый пример, когда благодаря насмотренности мы можем осознать, насколько глубока эта картина. Это не просто мюзикл, не просто комедия, это фильм, который буквально воссоздает глянец на экране, делает его живой картинкой. Напомню еще, что Ричард Аведон был тем человеком, который пытался к фэшн-фотографии прибавить больше реалистичности, чтобы те женщины, которые смотрят на эту рекламу, могли себя непосредственно ассоциировать с моделями. Грубо говоря, он из студии вывел моделей на улицу. И здесь, кстати, в самом фильме мы видим пародию, что ли, в виде Фреда Астера на Ричарда Аведона, когда он общается не просто с моделями на экране, это же настоящие модели, культовые топ-модели того периода, например, та же Давима. Кстати, вы же наверняка знаете этот снимок Давима со слонами, который сделал Ричард Аведон в 1955 году, за 2 года до съемок этого фильма, и где сама Давима одета в платье еще никому неизвестного 19-летнего Ива Сен-Лорана. И в фильме мы видим прямую отсылку к работе фотографа и этой модели. Персонаж Фреда Астера работает с моделью, которую играет Давима, и они сначала в студии крутятся вокруг статуи Джакометти, а позже он идет ее фотографировать в книжный магазин. В фильме, кстати, присутствуют еще 2 музы Ричарда Аведона. Первая – это американская модель Санни Харнет, и в фильме мы видим ее несколько секунд в сцене про розовый цвет, и здесь она буквально оживляет один из снимков известного фотографа. А еще Сьюзи Паркер. Это также американская топ-модель, которая в свое время стала самой высокооплачиваемой, ведь в 1956 году она за год заработала более $100 000. В эквиваленте на сегодняшние деньги эта сумма приближается к $1 миллиону. Мы ее также видим в сцене про розовый цвет, и оказывается, это не просто девушка, которая бежит навстречу камере, это модель, которая должна была вызвать вау-эффект, как на сегодня, наверное, Белла Хадид, если бы она бежала к нам. Еще пару слов, конечно, надо сказать и о Кей Томпсон, которая играет Мэгги Перскотт, главного редактора журнала Quality. Она, конечно же, нам уже напоминает, классического персонажа, да, то есть это или в реальной жизни Анна Винтур, или в фильме это Миранда Присли, как будет угодно. Многие могут вспоминать еще Диану Вриланд, некоторые источники даже говорят, что вдохновение шло от нее, но обращаясь к историческому все-таки какому-то контексту, надо сказать, что долгое очень время Кармел Сноу была художественным руководителем, нет, главным редактором журнала Harper's Bazaar. Она была уволена в 1958 году, и она как раз является прототипом этого персонажа. И в фильме есть прям прямая отсылка на взаимоотношения Ричарда Аведона с Кармел Сноу.
За 8 лет до выхода «Забавной мордашки» была, например, фотосессия, где Аведон фотографировал Дриан Ли, также известную на то время топ-модель для Harper's Bazaar. Фотографировал он ее возле поезда со слезами на глазах, и тогда Кармел посмотрела на эти фотографии и сказала: «Никто не плачет в шляпе Диор, Дик». Но Дик тогда не сдался, и здесь, когда мы видим вот эти застывшие стоп-кадры, когда фотограф фотографирует новую музу, которую играет Одри Хепберн, и фотографирует ее в том числе и возле поезда, прося представить очень трагичную ситуацию в ее жизни, мы видим как раз ее слезы и понимаем, что вот она, прямая, опять-таки, отсылка к Ричарду Аведону. Но, наверное, неординарный мозговой штурм могли устроить у себя в кабинете как Кармел Сноу, так и Диана Вриланд. Последняя, кстати, вообще не любила фильм «Забавная мордашка» и просила не упоминать о нем в ее присутствии. А вот причина этого мозгового штурма, а именно популяризация розового цвета, вообще мне не кажется надуманной. Мало того, она действительно происходила в реальной жизни. В послевоенные годы в Америке практически была политическая кампания по поводу внедрения розового цвета в женский гардероб. В начале 20 века этот цвет вообще считался мальчуковым на самом деле. Девочкам отдавалось предпочтение в голубом цвете. Но решили так, начали делать так. И в 1953 году, например, Мэми Эйзенхауэр появилась на инаугурации своего мужа в розовом платье, но она вообще любила розовый цвет. А кроме того, в этом же году, в 1953-м, Мэрилин Монро пела песню «Лучшие друзья девушек – это бриллианты», как раз тоже в платье розового цвета. Я, кстати, рассказываю про это платье в отдельном эпизоде, ссылочка вот здесь будет сверху. И даже если посмотреть на фотографии того же Ричарда Аведона, мы увидим, что он довольно часто использует розовый цвет в своей рекламе. Так что, нельзя сказать, что это выдумка или придумка какая-то. Это действительно существовало. Просто опять-таки режиссер показывает нам ожившую глянцевую картинку. И я себя ловлю на мысли, что снова забываю вам рассказать про сюжет этого фильма. И не расскажу на самом деле, потому что вы вспомните его и без меня, потому что, надеюсь, вы знаете этот фильм. А главное, мне не забыть про дьявола, который кроется в деталях. И, поверьте, я про него не забуду. В общем, в поисках места, где можно оживить этот розовый цвет, а также модели вывести из студии в какое-нибудь обычное место, главные герои отправляются в город, и там они находят то самое идеальное место, книжный магазин, где и встречают Джо Стоктон, которую играет Одри Хепберн. Джо – интеллектуалка, и в первую очередь ее беспокоит, как будут расставлены книжки на полке, а не внешний облик. Но, тем не менее, что-то в ней есть, и это что-то усматривает персонаж Фреда Астера, и в конечном счете он покажет это всему миру. Повседневной одеждой Джо занималась художница по костюмам Эдит Хэт. И нужно отдать ей должное, гардероб юной интеллектуалки действительно выглядит очень хорошо, и некоторые образы не менее запоминающиеся, нежели наряды от Юбера де Живанши. Например, черная водолазка и укороченные брюки, а также лоферы, в которых мы видим героиню в Париже. Этот образ очень актуален и современен даже сегодня. Любая девушка, оденься она так, будет выглядеть не просто хорошо, она будет выглядеть довольно модно. Этот образ как раз подчеркивает магию художников по костюмам Голливуда, которые должны были предсказывать моду, а не просто давать хороший визуал. Мое внимание в этом образе от Эдит Хэт в первую очередь приковывают лоферы. Да, это классика, это прекрасная обувь, очень удобная, в том числе и для танца, чем занимается Джо в этой сцене, но они нам намекают на то, чтобы мы обратили внимание и на другую обувь героини в этом фильме.
Просто напомню исторический контекст, что фильм вышел в 1957 году, а за год до этого кинематограф поразил, и Элен Тейбок создал «Женщину» с Бриджит Бардо. И Бриджит Бардо для фильма попросила у компании, которая разрабатывала балетную обувь Рипетто, создать ей балетки, в которых она сможет ходить в повседневной жизни, и в фильме она в них тоже появляется. Так вот, у Одри Хепберн был большой размер ноги, и она этого стеснялась. И она всегда искала возможность визуально ножку уменьшить. И как раз в этот же период она начинает носить балетки. Также и в фильме мы очень часто видим ее в обуви, либо на очень маленьком каблучке, либо на плоской подошве. Стоит, кстати, отметить, что пока в Париже Репетто пытались продавать новую обувь не только Бриджит Бардо, в Штатах это делала Клэр Маккардл. И она в свои балетки добавила прорезиненную подошву, и они как раз появились в гардеробе самой Одри Хепберн, и, если верить источникам, они появляются в этом фильме. И чтобы закончить сразу уже блок про обувь, скажу, что те туфли и те балетки, которые мы видим в сочетании с кутюрной одеждой от Живанши на Одри Хепберн, они были разработаны Рене Манчини. Он их разрабатывал специально для коллекции кутюра Живанши, потому что еще и некоторые платья, которые мы видим в этом фильме, они все-таки из коллекции «Весна-лето» 1956 года. Да, здесь по факту мы видим ту же рабочую схему сотрудничества Одри Хепберн и Юбер де Живанши, которую видели и в период разработки костюмов для фильма «Сабрина». Здесь также у Юбера не было так много времени, чтобы сделать Одри прям все костюмы, поэтому некоторую одежду нужно было брать из архивов. И точно это было несколько платьев, они были шелковые, некоторые из них были с вышивкой, например, это платье из нарезки фотосессии, в частности, то платье с открытыми плечами, с розой на корсете и с вышитыми розами на юбке, а также платье, в котором мы видим героиню Одри Хепберн в цветочном магазине. Кстати, вот в нарезке фотосессий как раз и оживают благодаря платьям от Живанши некоторые снимки самого Авидона. Например, образ Одри в красном платье без бретелек с этим прекрасным палантином, когда героиня Джо наконец-то чувствует себя более раскрепощенной перед камерой и уже вроде как угадывает, что от нее ждет фотограф. Так вот, этот снимок мне напоминает фотографию, сделанную Ричардом Авидоном несколько лет ранее для универмага Бергдорф и Гудман. Или вот, например, образ Джо на лестнице, по-моему, это в опере было, когда она опять-таки на бегу снята в той самой позе, в которой не единожды появлялись модели Авидона на снимках. Кстати, обратите внимание на этот образ от Живанши. Я даже не знаю, что это такое. Это накидка или это очень легкий аналог пальто, потому что эта вещь выполнена из шелка, и она очень красиво обрамлена вот этой нижней юбкой, платье, которое мы на самом деле не видим. В то же время это классическая длина от Живанши того периода, и она очень хорошо подчеркивала как раз ноги, аккуратность и элегантность ног Одри Хепберн, и как раз благодаря этой длине мы отвлекаемся от того самого большого размера ее ноги. Мне в этом фильме безумно нравится как платье «Мелкий цветочек», так и эта васильковая накидка, которую носит героиня, прежде чем это платье показать другим. Это платье классическое
история Живанши как раз середины 50-х годов, в частности, тот шлейф, который виден на спине, такая присбористая часть ткани, которая очень красиво обрамляет это платье, делая этот силуэт таким более мягким. Кажется, на премию «Оскар» Руни Мара надевала платье из архива Живанши 56 года, и там ее наряд также обрамлял вот такой вот шлейф на спине. Но кульминация дружбы и сотрудничества Юбера де Живанши и Одри Хепберн, мне кажется, подчеркнуто через два наряда. Первый наряд – это черное платье, в котором Джо появляется на фотосъемке, держа в руках разноцветные шарики. Это происходит, если я не ошибаюсь, на фоне Триумфальной арки. Да, эта фотография тоже цитирует некоторые работы Аведона, по крайней мере, она вызывает ассоциативный ряд. Но это платье Одри, во-первых, прекрасно подчеркивает ее фигуру, и здесь мы видим тот вырез лодочкой, который как раз очень любила Одри, потому что кроме размера ноги ее еще не устраивали ее ключицы. Вообще очень много было претензий Одри Хепберн к своему внешнему виду и к своему телу, но этот вырез она потом очень часто будет носить. Он станет даже называться вырез Одри. Кстати, у Бриджит Бардо была такая же история по поводу выреза лодочкой. Он тоже во Франции называется вырез Бардо, но у Бардо он немножко глубже, а у Одри это как раз та классическая история, которая очень видна часто и в нарядах от Юбера де Живанши. А второй наряд – это свадебное платье. И прекрасно оно смотрится на Одри Хепберн не только потому, что это свадебное платье от Юбера де Живанши. Кроме того, это как раз тот фасон, который очень подходил Одри Хепберн. Ну, во-первых, уже упомянутый вырез лодочкой, который мы, естественно, сразу замечаем. А второй момент – юбка на этом платье балетной длины, и здесь очень пышный тюль, который красиво подчеркивает ее талию, хотя талия на этом платье немножко занижена. И мой любимый дьявол в деталях как раз кроется в этом образе. Обратите внимание, что у Джо здесь вуаль собрана сзади. Это не традиционная история, это история, которая делает ее какой-то свежей, моложавой, особенно на фоне ее любимого мужчины, который, ну уж явно на порядок старше. Это как раз вуаль, и говорит нам о том, что это фантазия на тему свадьбы. Потому что этот образ как раз и создается для журнала. Это фантазия, а не действие, которое мы могли бы наблюдать. Что ж, наверное, про этот фильм на сегодня все. И хотя очень много кто из нас на самом деле предпочтет образ Одри Хепберн в черных брюках и бежевой куртке в повседневной жизни, тем не менее, каждый раз очень приятно посмотреть на модели, тем более винтажные модели таких эталонов моды, как Юбер де Живанши, и особенно в коллаборации с его любимой музой. В следующий раз будем снова что-то смотреть интересное, а на сегодня это все. Спасибо, что остаетесь и подписываетесь. До встречи. Пока.